И снова всем привет, дорогие друзья. Решила себе перекрасить дверь. Почему я решил себе перекрасить дверь? Сейчас я вам покажу, какая у меня здесь болячка. Заказала себе в помощь вот такой вот материал. Называется удалитель краски. Очень универсально, он отрабатывает при температуре от минус 15 до плюс 35 градусов. Оптимальная температура плюс 10 до плюс 30 градусов. Так что очень такой интересный материал, гелеобразный такой. Для чего я вообще заказал себе вот такой вот удалитель краски? Он у нас бюджетный, по цене практически как стоит наждачки. Так зачем, ребята, вот это вот мучаться? И в любом случае, для чего данная смывка? Мне только, ребята, поможет смывка, потому что вот смотрите. Вот я показываю вам на просвет. Видите, здесь жук. Смотрите, сколько у меня сколов. Вот это вот все скольчики, это все жуки. Вот смотрите, сколько их много. Механическим способом, ребята, удалять. Допустим, я понимаю, что если, допустим, пару жуков было, я бы все расшлифовал, зашпаклевал, загрунтовал, покрасил. Но, допустим, каждый жучок, что ли, расшлифовывать, шпаклевать, краситься, это, прикиньте, какой геморрой. Вообще, на самом деле, я видел, так делали капот. Понимаете, это все потом некачественный вот это вот ремонт, это все потом повлазит, шпаклевка просядет, грунтовка, и потом это будет все видно. Самое качественное, ребята, и по времени займет намного быстрее, это нанести смывку, чтобы смывка отработала, снять краску и загрунтовать. Преимущество данной смывки в том, чем механическим способом снимать краску, то что она сохранит нам цинковое покрытие на металле. Даже бывает, краска слазит и еще остается катафорезный грунт. Но в моем случае, когда у меня очень много жуков, мне надо снять катафорезный грунт, дойти до основания металла. Потому что если мы будем расшлифовывать механическим способом, хотя это не приговор-то, я не спорю, некоторые так делают, расшлифовывать механическим способом, всякие разные ситуации бывают. Допустим, если автомобиль красился там вторично, допустим, там 3 слоя, 4 слоя, то смывка краски, нужно наносить тоже 2-3 слоя, и это время, и в любом случае, там может где-то много очень шпаклевки, проще механическим способом все снять, там уже как бы смысла нету. Но если деталь покрашена по заводу, то лучше, конечно же, применять смывку. Намного качественнее, ребята. Особенно я же говорю, что вот эта вот смывка, я посмотрел по отзывам, она неплохо себя зарекомендовала, хорошо она отрабатывает. Также я буду деталь полностью замотовывать и наносить данную смывку, потому что у меня деталь расположена вертикально, чтобы смывка хорошо зацепилась, был хороший зацеп. Видел, что на капоте данную смывку просто вот так вот нагло разливали, вот так вот лили, разливали, и через какое-то время, там через 5 минут шпателем уже снимали. Но перед тем, как будете наносить данную смывку, рекомендую, ребята, возьмите маленький кусочек земли такой незаметный, нанесите смывку и посмотрите, как она отрабатывает. Потому что это химическая реакция, химический процесс, никто не знает, какое у вас лакокрасочное покрытие, как оно будет отрабатывать, как оно будет сниматься, чтобы не было потом таких, знаете, язв. Потом, замучитесь это все дело снимать. Если она не работает, придется вам тогда заказывать другую смывку, подбирать под ваше лакокрасочное покрытие. Как я говорю, что у меня смывка бюджетная, по цене наждачной бумаги, то что, не грех ее применить, ребята. Это ж намного лучше, чем наждачкой мучиться. Дышать этой пылью, сколько кучи времени это займет. У меня автомобиль Шкода Октавия. Данная краска у меня очень нежная, потому что производитель применял в то время, это еще 2009 год, начал применять, как говорится, это был эксперимент, краску на водной основе. Видите, как оно вот все. Вот я даже замочек начинал снимать. Немного тут отверточка, вот я вот чуть-чуть буквально подделал, и все, краска слезает такими хлопьями. И вот у меня автомобиль уже проехал 200 тысяч километров, смотрите, какой износ. Пальцем просто сняла вот эту вот краску. Я говорю, если человек будет покупать автомобиль, посмотрит, подумает, да тут же пробег, больше 1 миллиона километров, что это за такое, краску вообще сняла пальцем. Так что даже может отпугнуть покупателя.
температура у нас в гараже плюс 12 градусов. Включаем секундомер и посмотрим, за какое время у нас отработает наша смывка. Разговариваю в маске, потому что все-таки это кислота. Желательно, чтобы помещение проветривалось. У нас уже прошло 16 минут. Краска уже полезла. Накидывать нужно материал не жалеющий, таким толстым слоем. За счет того, что вот мы замотовали нашу деталь наждачкой, я заматывал под 100, материал хорошо держится на двери. Но и сам по себе состав такой, он липкий, как кисель. Даже на глазах видно, что вот краску нашу подрывает мгновенно. Но заметьте, что у нас сейчас плюс 12, если было бы хотя бы плюс 20, это вообще самая идеальная температура, то процесс был бы намного быстрее. Так, израсходовали мы материала полбутылки на нашу дверь. Прошло у нас 50 минут. Вот так у нас подорвало краску. Местами где-то еще держится краска. Но мы сейчас попробуем все это дело снять. Если что, еще раз нанесу данный состав. Все-таки с первого раза не получилось, видите, сколько поставалось краски. Но надеюсь, что со второго раза получится. Так, ну вот, друзья, получился какой результат. Наносил я наше средство два этапа. Первый этап где-то разъела 80%, второй этап вот разъела где-то 90-95%. Вот, немножко осталось, но уже можно, когда я буду наносить риску шлейф-машинкой, я это дело все сниму. Ну, естественно, после обработки нужно хорошо пройтись растворителем. Очень, ребята, хорошо. Вот, не менее 2 раз все это дело хорошо протереть, промыть, чтобы не осталось у нас кислоты. Ну, видите, у меня вот пооткрывались очаги жуки, которые вот были сколы. Видите, сколько их. Так вроде бы особо не видно, но сейчас это вот все подкрывалось. Ржавчина наша. И если будет жарко, то лучше еще накрывать пленкой. Не так оно будет высыхать, потому что тоже средство очень быстро высыхает. И не успеет оно разъесть нашу краску. Ну, как у меня была температура плюс 12 градусов, смысла накрывать пленкой я не вижу. У меня и так она, средство так быстро не испарялась. Ну, как-то вот так вот получилось. Бюджетный материал. Материал работает, все хорошо. Ну, не знаю, я все равно доволен данным результатом. Это все, все равно шлейф-машинка я сниму. Это уже мелочи. Спасибо за внимание, друзья. Спасибо, что смотрите. Кто оценил данный видеоролик, ставим пальцы вверх. Подписывайтесь. Буду рад видеть вас в подписчиках на своем канале. Всем удачи, всем хорошего дня, хорошего настроения, всем пока.